Всем привет! Меня зовут Артем Ворожцов. Я сегодня расскажу про числа Фибоначчи. Нельзя объять необъятное, но я попробую. Рискну. Итак, числа Фибоначчи. Это такие числа 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и так далее. Каждое число равняется сумме двух предыдущих. Вот мы определили это прямо с помощью выражения f от n равняется f от n минус 1 плюс f от n минус 2. Сработает ли оно? Нет, не сработает. Recursion depth exceeded, потому что он не знает, чему равняются первые два числа Фибоначчи. Они равны 1, 1. Это надо задать. Давайте поступим по-программистски и зададим функцию f1, которая, если n равняется нулю или n равняется единице, две палочки это или, возвращает 1, иначе возвращает f от n минус 1 плюс f от n минус 2. Ну, то есть рекурсивно вызывает себя с меньшими параметрами. Проверим, работает ли это. Да, работает. 10946. Идем дальше. Range 0,20. Вот. Применим функцию f1 ко всем этим числам. 0, 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Интересно, что то же самое можно было получить и вот из этого неправильного определения. Просто надо было дописать еще две строчки. Вот такие. Проверяем. Да, это работает. Наверняка многие программисты задаются вопросом, что это такое, как эти три строчки могут работать. Они как бы независимо друг от друга заданы. И почему-то первая строчка приводила к бесконечной рекурсии, а когда есть эти две строчки дополнительно, бесконечной рекурсии нет. Ну, объясняю это таким образом. В математике есть полиморфизм, и за символом f скрывается несколько объектов. С одной стороны это функция f, а с другой стороны это словарь. И математика поступает таким образом. Когда приходит выражение f от чего-то там, она сначала проверяет, нет ли в словаре f уже готового ответа. И если нет, тогда переходит к f от n. Ну, давайте прямо посмотрим, чему, скажем, будет равно f от n, если мы тут напишем xxx. Сработало первое определение. Ну, обратите внимание, он не стал двигаться дальше. Точнее, он стал двигаться дальше, обнаружил рекурсию и в какой-то момент остановился. Good. Сотрем это. Теперь новое f также работает, как и f1. И f1 от 25 работает примерно полсекунды. f от 25. А f1 от 25 работает чуть-чуть больше, чем 1 секунда. Ну-ка еще раз. Таким образом, функция f1 вычисляет 25 чисел Фибоначчи более чем 1 секунду. А функция f полсекунды. Это очень много. Чтобы сделать вычисления более эффективными, добавим запоминание. Запоминание делается таким образом. Мы определяем функцию f2 очень похожим образом, только добавляем здесь внутри f2 от n равно. Вот опять тут как бы двоеточие равно задает функцию, а равенство кладет в словарь f2 значение n. То есть функция f2 от n определяется следующим образом. Нужно вычислить выражение это, получить численный результат, сохранить его в словарь f2 и только потом уже вернуть это значение. Проверяем. Ну, вычисляется практически мгновенно. Можно заменить на 35 и получить еще больше чисел. Поясню вот эту вот идею с тем, что один символ может быть как функцией, так и словарем на каком-то простом примере, на примере g. g от n равняется n как функция. g от na как функция двух переменных равняется n плюс a. И еще мы определили три значения g в трех точках. Запомнили в словаре g. Проверяем. Проверяем. Здесь сработала первая строчка, здесь сработала вторая строчка.
g от 42. Правильно. g от b равняется 3. Забавно, что если мы напишем b равняется 2 и заново вычислим g от b, то мы получим другой результат. Дело в том, что данная строчка была выполнена, когда b был неопределенным символом b. И в словаре g прямо так и было запомнено. g от символа b равно 3. А здесь уже к нему в квадратные скобочки приходит не символ b, а число 2. g от a равно a. В этой строчке сработала первая строчка определений. Кстати, мы эти определения можем посмотреть все, которые есть, с помощью функции definition. Так, а с помощью функции full definition мы можем посмотреть больше. Во-первых, мы видим все определения, а еще он здесь пишет какие-то определения, необходимые для элементов, которые встретились справа от знаков равно. Вот. Ну как, давайте проверим статус нашей аудитории. О, похоже, у наших зрителей взорвался мозг. Ну ладно, будем осторожнее. Переходим к следующему пункту. Цепная дробь. Цепная дробь — это такое вот многоэтажное выражение, где вместо единичек могут стоять произвольные числа. Вместо вот этих единичек. Ну, вместо этих единичек тоже. Давайте посмотрим, что у нас получается. 1/2, 2/3, 3/5, 5/8. Дальше. Давайте определим эту многоэтажную дробь. Как бы это сделать? Давайте временно поставлю здесь букву Ч. Нет, Ч это перебор X. И напишу, чему же равняется фиб от 4. Фиб от 4 равняется вот этому. Если мы берем отсюда x, то он немедленно вычислит все выражение как 5/8. 5, 6, ну вроде работает. Хорошо. Давайте вычислим для первых 20 натуральных чисел. Видно, что это отношение соседних чисел Фибоначчи. Для того, чтобы получить числитель этих чисел, нужно вызвать функцию нумератор. Давайте посмотрим, как быстро работает нумератор. Ну, тоже быстро. Хотя это в 10 раз медленнее, чем функция f2. Следующая интересная тема. Еще одно место, где возникают числа Фибоначчи, это разбиение прямоугольника на квадраты. Вот у нас теперь есть картинка, на которой я могу пояснить, что я собираюсь сделать. Пусть у нас есть какой-то прямоугольник. Мы возьмем меньшую из его сторон и нарисуем квадрат, который к ней присоединен изнутри. Получим остаток. Остаток тоже прямоугольник. Найдем в нем меньшую сторону и также к ней присоединим квадрат. Ну, предположим, что сверху. У нас снова получится прямоугольник. В нем мы тоже найдем меньшую сторону и нарисуем квадрат. Тут так получалось, что квадрат, квадрат, квадрат. Я каждый раз отрезал по одному квадрату. Ну, потому что я так уже подобрал. А вот если взять 27/8, такой вот более длинный прямоугольник, то вначале нам придется отрезать 3 квадрата. Хорошо. Получится такой уже вертикальный прямоугольник. Тогда мы сверху отрезаем квадрат. Недостаточно. Еще один отрезаем. И вот теперь уже получается лежачий прямоугольник. От него мы отрезаем квадрат справа. И остается еще 2 квадратика. Такие дела. Если мы тут напишем 8, то ничего не изменится. 8
это то, сколько шагов надо проделать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, в общем, первый, видимо, не в счет. Короче, 8 шагов достаточно, и поэтому дальнейшее увеличение этого числа ни к чему не приведет. Вернемся вверх. Итак, функция split two squares должна разбить прямоугольник, у которого левый нижний угол x1, y1, верхний правый угол x2, y2 на n частей. Ну, на n-1 квадрат и то, что там останется. Итак, мы используем модуль и временные переменные а, б. Если вы хотите написать какую-то сложную функцию, где будут локальные переменные, то используйте модуль. Если n равняется 0, то есть осталось сделать 0 шагов, тогда мы берем и возвращаем этот прямоугольник как есть. Слишком много фигурных скобочек. Ну да, потому что это я хочу вернуть одну фигуру, список из одной фигуры. То, что это список, означает одни фигурные скобочки. Одна фигура – это список пар. Это вторые фигурные скобочки и третьи. Теперь, если у нас еще осталось шагов, то я хочу вернуть список более чем из одной фигуры. Я вычисляю сторону А, сторону Б, узнаю, какая сторона меньше. А – это длина, x2 минус x1. B – это высота. Если А меньше, чем B, то есть наш прямоугольник стоячий, то нужно сверху отрезать один квадрат. Как сверху отрезать один квадрат? Вот этот квадрат. Ну, действительно, высота этого квадрата А, потому что это y2 минус вот это выражение. И ширина этого квадрата тоже А, потому что это x2 минус x1. Вот этот самый квадрат, который мы отрезали. Остался прямоугольник вот с такими координатами. Проверьте это. Его надо разрезать на n-1 штуку. Проверяем. Разрезаем. Прямоугольник 13 на 8. Я попросил разрезать, сделать 2 разреза. Получилось 3 фигуры. Если попросить побольше разрезов сделать, то вот что мы имеем. Хорошо. Функция graphics в своем аргументе получает список директив. Первая директива hue – выбрать цвет с такими-то параметрами. Вторая директива rectangle – нарисовать rectangle. Покажу, как можно работать с hue. Когда вы вводите hue, он предлагает подсказку, и здесь вы можете в селекторе выбрать нужный вам цвет. ОК нажимаете, и подставляются нужные параметры. Дальше выполняете, и видите нужный вам rectangle. Цветовая гамма номер 10, мы ее будем использовать. Вот то, что я уже вам показывал. Ну, давайте явно запишем, что координаты равны числам Фибоначчи. То есть мы хотим взять прямоугольник, стороны которого соседние числа Фибоначчи, и распилить его на квадраты, на n-1 квадрат. Проверяем, как это все работает. Я беру и получаю список квадратов. Дальше я беру range от единицы до количества квадратов. И это становится у меня переменной i. И равняется решетка. То есть вот это вот круглые скобочки, это expression. Он обозначен как функция от решетки. Но внутри этого экспрессиона мы значение решетку сразу же отправляем в переменную i. И дальше уже пишем не решетку, а i. Ну, так, видимо, нагляднее, чем везде использовать решетку. И это индекс. Индекс квадрата в массиве SQS. Мы берем rectangle с вершинами, равными этому квадрату. Так, а цвет его берем из массива colors, который я выше посчитал.
В результате получается список пар, список директив. Выставить такой-то цвет, нарисовать ректангл. Мы этот список пар превращаем просто в список. Flatten означает список списков превратить в список. Он как бы убирает скобочки внутренние. Рисуем и получаем то, что мы видим на экране. Красота. Кстати, здесь же мы получили доказательство очень интересной теоремы. Сумма квадратов чисел Фибоначчи, которые здесь поучаствовали, равняется площади всего прямоугольника. А площадь прямоугольника – это произведение соседних чисел Фибоначчи. Итак, берем произведение соседних чисел Фибоначчи. И это должно быть равно сумме квадратов всех предыдущих чисел Фибоначчи. Проверяем. Вот сумма квадратов, а вот произведение. Сумма квадратов от нулевого до 4, а произведение 4 и 5. Совпадает. Можем это проверить. Вот числа Фибоначчи, вот их квадраты. Квадрат волшебная функция, напоминаю, она трейдится по списку. Трейдится, то есть, когда вызывается от списка, мы получаем список, в котором каждому элементу эта функция применена. Напоминаю, что такое accumulate. Accumulate от списка – это список, состоящий из суммы префиксов разнообразных. Префиксы – это начало списка. Начало списка А, начало списка АБ, начало списка АБЦ. Вот все префиксы возможные суммируются. Давайте мы просуммируем все префиксы квадратов чисел Фибоначчи. Вот что мы получим. А теперь возьмем числа Фибоначчи, возьмем сдвинутые на 1 числа Фибоначчи и переумножим эти два списка. Видите, эти числа Фибоначчи начинаются на 1, 1, 2, а эти на 1, 2, 3. Переумножаем 1 на 1, получается 1. 1 на 2, получается 2. 2 на 3, получается 6. Вот как переумножаются два списка. Просто ставите между ними знак умножения, звездочки. 6 это 3 умножить на 3. 3 умножить на 5 это 15. Все совпадает. 5 умножить на 8 это 40. Ну как вам? Давайте посмотрим ваш статус. Так, что такое? Ладно, я буду осторожней. Сейчас будет тема попроще. Ой, нет, она будет не попроще, она будет просто интересней. Сразу же сделаем так, чтобы все наши графики рисовали gridline. Напишу, что f равняется f2. И теперь, наверное, все будет побыстрее. Шлепс. Вот они. 1000 чисел Фибоначчи. Много циферок. О, не влезло. Ну ладно. Надо как-то это спрятать. Сейчас спрятали. Сотрем. И поставим здесь точку с запятой, чтобы он не выводил это все. Пусть он хранит результат в массиве fibs. И давайте он нам нарисует логарифм от этих чисел. Я сразу же логарифм взял, потому что без логарифма получается очень грустно. Если убрать логарифм, взять вот первые 10 чисел, получается такая картинка. Ну а первые 100 чисел вот такая. Ну, в общем, наблюдать ее бессмысленно. Все внизу, а потом вверх. Потому что числа Фибоначчи растут очень быстро. И это видно на этом графике. Что такое логарифм? Возможно, не все в курсе. Но по сути дела это и есть количество знаков. Мы вот видели, что число знаков... Как вам такое определение? Логарифм это число знаков. Функция take берет сколько-то элементов массива. И видно, что число знаков растет с каждым шагом на сколько-то. Ну как с каждым шагом. Вот тут подряд шаги двузначные числа, потом подряд шаги трехзначные числа, потом подряд
четырехзначное. Но суть в том, что количество чисел с одинаковым числом десятичных знаков примерно одинаково. Вот. Смотрите опять. Раз, два, три, четыре, пять. 5. А было 4. Сколько же будет шестизначных? Раз, два, три, четыре, 5. Сколько будет семизначных? Раз, два, три, четыре, 5. Вот. Это вот и есть логарифмический рост, когда примерно за одинаковое количество шагов набирается еще следующий знак в каком-либо представлении, например, в десятичном. Логарифм это, ну давайте все-таки я дам какое-нибудь определение. Логарифм по основанию 2. Это 3. Сколько раз надо двойку умножить на себя, чтобы получить 8? 16. Вот. Если мы не пишем здесь двойки, то в качестве основания берется не двойка, а какое-то другое число, которое называется e. И можно численно узнать, чему равняется логарифм 16. Ладно. Логарифм растет примерно линейно. Линейно это значит, что можно линию приложить примерно, линейку, и увидеть, что они примерно находятся на одной линии. Давайте подберем эту линейную функцию. Для этого используется функция fit. Самая простая функция для того, чтобы делать регрессию. Ну, в общем, чтобы находить какие-то приближенные функции для ваших численных рядов. 0,48 на x. Мы видим, что числа Фибоначчи, как бы тем самым примерно геометрическая прогрессия. Когда логарифм от чисел растет линейно, это означает, что мы имеем дело примерно с геометрической прогрессией. Давайте найдем степень этой геометрической прогрессии. Примерно. Для этого надо разделить соседние два числа Фибоначчи. Ну, у нас уже не f2, а f. Мы же сделали так, что f равняется f2. Вот число. Опаньки. Вот если бы с нами был какой-нибудь там Гаусс или Эйлер, он бы сказал, I know this number. Ну, точнее, он сказал бы это по-немецки. Но вообще, конечно, любой математик узнает это число, а также древние греческие архитекторы тоже узнают. Это число φ, золотое сечение. Давайте напишем побольше знаков. 1.6, 1.8.0.3.3.9.8.8. Запоминайте. И давайте нарисуем теперь два графика. Наш исходный график и вот результат фитинга. Фитинг это и есть подгонка. Ну, можно еще вот так нарисовать в разных цветах. Точки нарисуем синими, а линию нарисуем красной. Давайте теперь проделаем такую штуку, которая типична для исследователей. Давайте попробуем изучить вот эти вот отклонения, микроскопические отклонения от красной линии. Вначале они большие, а потом все меньше, меньше и меньше. Для этого надо из списка истинных значений логарифмов чисел Фибоначчи вычесть приближенное значение логарифмов чисел Фибоначчи. Приближенные значения, они вот так выглядят, напоминаю, где x это n. И вот вместо x мы поставляем range 100, то есть первые 100 натуральных чисел, и получаем. Подогнали. Видно, что разница логарифмов маленькая. Вначале как-то скачет, потом сюда идет. Ну, честно говоря, как-то не очень. Ведь она потом уйдет. Да, все не очень хорошо. Дальше. То есть он подогнал, но только вот в окрестности
от 0,100. А вообще этот фитинг работает плохо на бесконечности. Он уходит вниз, видно. И дальше, скорее всего, принимает сколь угодно маленькие значения. Хорошо. Но мы возьмем теперь не результат фитинга, а прямо логарифм от фи. Шлепс. О, другое дело. Ровненькая кривая. Фи он знает с абсолютной точностью. И здесь мы использовали такую фишку, что если из списка вычесть список, получается разница списков. Список из разностей. Теперь давайте добавим константу 0,3235, которая у нас получилась. Ну, точнее говоря, тут надо так действовать. Добавим 0,32. Недолет, отрицательное число. Ну хорошо, напишем здесь 5. О, перелет, положительное число. Хорошо. Значит, пишем 4. По-прежнему перелет, тройка. Недолет. Значит, между тройкой и четверкой. Пишем 0, 2, 0, 3, 2, 3, 5. 3, 5 это недолет. 7. Перелет. 6. 5. Между 5 и 6. То есть пишу 55. Дальше. 55. Перелет. Пишу 4. Пишу 3. Пишу 2. Ну что ж такое-то? Пишу 1. По-прежнему пишу 0. Вот. Хорошо. Пишу здесь 5. Недолет. Пишу здесь 7. Недолет. Пишу здесь 8. Перелет. Значит, между 7 и 8. Пишу 75. 75 это перелет. Пишу 73. 71. Вот 71 недолет. Значит 7, 1 и дальше следующее число 5. Вот так вот постепенно мы узнаем правду про эту константу. Даже лучше, чем то, что нам дал фитинг раньше до этого. Сейчас уже начинает как математика, мне кажется, сбоить. Итак, давайте остановимся. Вот константа. Итак, мы с вами вычислили, что числа Фибоначчи это примерно геометрическая прогрессия с основанием φ. Золотое течение 1, 6, 2 примерно равны. Но есть небольшая поправка. Вот это число, которое мы загоняем под экспоненту со знаком минус, потому что вот истинно минус эта штука, плюс эта хрень, это означает, что на самом деле эта хрень не плюс, а минус. Ладно. Вот приближенное значение чисел Фибоначчи. Вот чему равны первые 10 приближенных чисел Фибоначчи. Примерно 1, примерно 2, примерно 3, примерно 5, примерно 8, примерно 13, примерно 21, примерно 34. То, что нужно. Round. Функция, которая округляет до ближайшего целого. Выдает правду. Да, кстати, давайте пометим, что у нас все функции эти вот f listable, чтобы мы могли такие же чудеса творить, какие мы творим с логарифмами, раундами и так далее. Раунд от списка равняется список, в котором каждому элементу применен раунд. То же самое с логарифмом. И мы хотим, чтобы с нашей функцией f было так же. Для этого мы ставим атрибут listable у функции f. И теперь мы можем писать f от 20 и сразу же получать ответ. Good. Давайте посмотрим теперь на ошибки, которые возникают между нашей аппроксимацией и истинной функцией f. Вот они маленькие.
И похоже, что стремятся к нулю по модулю. Прекрасно. Ну вот, кстати, раз мы поняли с вами, что числа Фибоначчи примерно геометрическая прогрессия, то давайте поищем геометрические прогрессии, которые в точности удовлетворяют вот этому соотношению. Напишем равно. Получаем такое равенство. Видно, что это можно сократить на m. Сокращаем. И вот что мы получаем. Можно это упростить и получить уравнение. Это на самом деле квадратное уравнение. Если вы в уме умножите на лямбда, то поймете, почему оно квадратное. Реши нам это квадратное уравнение. О, это мы узнаем. Это и есть число φ. А это что такое? Ну, по секрету вам скажу, что второе число это единица разделить на φ со знаком минус. Это в точности равно вот этому второму лямбда. True. Не соврал. Численное решение уравнения вот так выглядит. Минус 0,618034. А тут плюс 1,6180 и тоже 34. Проверяем. Надо упростить. Full Simplify нам поможет. True. Начинаются элементы параноидального программирования. True. Верно ли? True. Ну вот, дальше. Двигаемся дальше. Мы нашли две геометрические прогрессии. Два разных лямбда, которые подходят под степень геометрической прогрессии, чтобы в итоге выполнялось соотношение c от n равняется c от n-1 плюс c от n-2. Кстати, сумма двух геометрических прогрессий тоже будет удовлетворять этому рекуррентному соотношению. Доказательства. Вот эти три строчки. Если верна первая строчка и верна вторая строчка, то верна и третья строчка, потому что третья строчка это сумма двух первых равенств. А давайте попробуем найти такие А и Б, чтобы нулевой элемент этой суммы геометрической прогрессии и первый элемент были равны 1 и 1. Ну, то есть как два первых числа Фибоначчи. Ответ есть. Вот он. Давайте так и запишем. А умножить на первую геометрическую прогрессию плюс Б умножить на вторую геометрическую прогрессию. Это и есть еще одна формула, явная формула для чисел Фибоначчи. Проверяем, что она выдает. Ну а численно? Численно похоже, что правда. Ну а Full Simplify? Full Simplify справляется с тем, чтобы вот это выражение все свернуть до абсолютно точных целых чисел. Время выполнения F3, ну тоже микроскопическое. Хорошо. Идем дальше. Сложная тема. Ну что поделать. Давайте нарисуем производящую функцию для чисел Фибоначчи. Итак, вот наши числа Фибоначчи. А вот мы возьмем степени х. 1, х, х квадрат и так далее. И давайте поэлементно перемножим. Это делается вот так, как здесь описано. Надо переумножить, а потом сложить. Плюс 2 собаки. А справа от двух собак должен стоять список. И в этом списке запятые как бы заменяются на оператор plus, который стоит слева от собак. Вот мы получили. Поэлементно переумножили верхний список и нижний до 10. И получили следующий многочлен 10 степени. Это и есть производящая функция для чисел Фибоначчи. Ну как, ну, конечно. Если продолжить до бесконечности, вот тогда это будет производящая функция. А мы взяли первые 10 элементов. Давайте обратим внимание на следующий момент. Если мы сложим производящую функцию с x умножить на нее же,
то получим такую штуку. И что же у нас произойдет? Например, что у нас будет при x в пятой? При x в пятой у нас будет x5 умножить на 8 плюс, а вот из второй скобочки вылезет пятерка. 5х в четвертой умножится на x, это будет 5х в пятой, и 8 сложится с 5, и будет 13. Будет 13. Для этого нужно выполнить функцию expand. Expand. Получаем снова производящую функцию чисел Фибоначчи. Только она смещена. Вот тут 13 на х пятый. А раньше было 13 на х шестой. Ну, то есть получается, что мы как бы разделили на х. Запишем это. Вычтем из g10 единичку и разделим на х. И получим такое равенство. Давайте десятку забудем. Представим себе, что это бесконечный ряд. И тогда будет верно следующее тождество. Давайте вызовем функцию solve. Хотя не так уж сложно решить это в уме. Мы получили некоторую функцию g от x, которая и есть вот этот вот бесконечный ряд. Давайте попросим у математики вычислить этот бесконечный ряд. Вот, мы не ошиблись. Кстати, обратите внимание, что из школьной математики мы знаем, что единица разделить на единицу минус q равняется единице плюс q, квадрат, q в третьей и так далее. Сумма геометрической прогрессии, если она идет до бесконечности, равняется вот этому выражению. Но здесь в качестве q у нас x плюс x квадрат. Посмотрите, здесь стоит как бы единица минус q, а q это x плюс x квадрат. Поэтому можем записать вот так вот. Интересно. Давайте вспомним, чему равняется а плюс b в квадрате, а плюс b в кубе, а плюс b в четвертой и так далее. Нарисуем треугольник Паскаля. И давайте подумаем, что находится вот в этом выражении справа при x в степени 6. В этом треугольнике Паскаля у нас y равен x квадрат, а x равняется x. Вот из этой скобочки x плюс x в квадрате в степени 6 у нас вылезет x шестой, а все остальные слагаемые уже будут неинтересны нам. Мы сейчас интересуемся коэффициентом при x шестой. Вот в этой скобочке будет слагаемое x в степени 6. Это x в степени... Ой, вот в этой скобочке. Будет вот это слагаемое. X четвертой на y. Y равняется x квадрат, как раз получается 5x шестой. Здесь x шестой мы найдем в данном месте. X в квадрате на y в квадрате. Y это x квадрат, получается x в квадрате на x четвертой. Вот тут получается тоже шестерка. А в предыдущей строчке x шестой находится вот здесь, вот y в третьей степени. Получается, что для того, чтобы набрать x шестой, нам нужно взять вот это слагаемое, вот это слагаемое, вот это слагаемое и вот это. Ну, весь треугольник Паскаля, все слагаемые, изображенные здесь, присутствуют справа. Потому что справа мы видим сумму всех строчек треугольника Паскаля. И мы только что показали, что при x шестой будет 1 плюс 5 плюс 6 плюс 1. Вот я здесь записал. То есть сумма биномиальных коэффициентов, так называются коэффициенты в этом треугольнике, которые идут по
диагонали, вот такой вот через 1. Сумма этих коэффициентов равна числу Фибоначчи. Ну, можете проверить, скажем, для предыдущего. Х в пятый плюс 4 плюс 3. Тут уже нет. 1 плюс 4 плюс 3. Это 8. Ну, действительно, предыдущее число Фибоначчи это 8. Дальше. Обрати внимание, что если мы тут минус заменим на плюс, то получим такой же ряд, только знака перемены. Интересно, а что если мы переумножим теперь эти два выражения? Вот здесь вот записано, что получается. Можно обратить внимание на следующее, что первое выражение это единица минус х квадрат минус х, а второе выражение это единица минус х квадрат плюс х. Получаем, что это квадрат первого минус квадрат второго. И дальше небольшая хитрость. Вычитаем единичку и добавляем единичку. Это очень похоже на то, что было, если в качестве y взять единицу минус х квадрат. Ну-ка посмотрим, чему равно разложение этого произведения. И в этом разложении мы узнаем числа Фибоначчи. Что из этого следует? Значит, у нас только что случилось некоторое наблюдение интересное. Для того, чтобы понять, что из этого следует, надо научиться умножать две производящие функции. Вот пусть у нас есть две производящие функции с какими-то коэффициентами. Одна с коэффициентами а другая с коэффициентами b. Давайте подумаем, что получится при x6, когда мы переумножим первое на второе. Во-первых, x6 получится, когда мы a0 умножим на b6 на x6. Во-вторых, мы можем xa1 умножить на x5 b5. В-третьих, мы можем x3a3 умножить на x3 b3. В-четвертых, x4 a4 мы можем умножить на x квадрат b2. Вот и получается, что при x6 накопится такое выражение. Это выражение называется свертка первых 6 элементов ряда А и первых 6 элементов ряда Б. У нас же тут умножаются две производящие функции, у которых у первой коэффициенты А это числа Фибоначчи, а у второй коэффициенты это числа Фибоначчи со знаком плюс и минус поочередно. Ну так и запишем. При x6 у нас будет f от 0 на f6, минус f1 на f5, плюс f2 на f4, минус f3 на f3 и так далее. Вычислим. 21 это число Фибоначчи, я его узнаю. А если мы возьмем ту же самую сверку для первых 5, получим 0. Так, мы все это можем записать в виде таблицы. f от n минус k умножить на f от k. И тут вот чередование знака. Вычислим функцию свертки чисел Фибоначчи со знакочередующейся последовательностью чисел Фибоначчи. Получаем замечательный результат. Мы видим числа Фибоначчи, в которых некоторые пропущенные, вместо них стоят нули. По сути дела, мы с вами доказали некоторое тождество. Свертка чисел Фибоначчи с собой с чередующимися знаками снова равна числам Фибоначчи. Так, дальше, конечно, сложно. Появляются производные. Возьмем производную от нашей производящей функции. Кстати, как там наши зрители?
курит. Нервно курит трубку. Ну нет, не нервно. Взгляд вполне себе позитивный. Хорошо. Это прекрасно. Производная от нашей производящей функции это вот это. А квадрат это вот это. Они похожи чем-то. Везде в знаменателе квадрат. Ну, давайте из первого... обратите внимание, что в первом есть минус 2х. Точнее, не плюс, потому что тут еще знак минус впереди. Давайте из g' вычтем 2х, чтобы вот этот 2х убрать. Что получится? Получится что-то очень простое. Это же квадрат g. Так и запишем. g' от x минус 2х g x квадрат равняется gx квадрат. Это дифференциальное уравнение, которому удовлетворяет производящая функция g. Проверяем. g от x квадрат дает 1, 2, 5, 10, 20, 38. А если взять единица плюс 2х, 1, 4, 9, 20, 40. А вот g', 1, 4, 9, 20, 40 совпадает. Итак, действительно это верно. И g квадратная единица плюс 2х равняется g'. Но что из этого следует? Из этого следует следующее. g квадрат даст в качестве коэффициентов свертки чисел Фибоначчи с собой, без чередования знаков. Например, вот будет такое слагаемое 38 и такое слагаемое 71. И написано, что если сложить эти два ряда, то мы получим что-то интересное. Давайте проверим. Итак, сначала определим свертку чисел Фибоначчи без чередования знаков. Напишем, что она listable, чтобы мы могли выполнять conf от списка. 38, 71. То, что нужно, то, что мы получили выше. Теперь умножим числа n на числа Фибоначчи. То есть это первое число Фибоначчи умножить на 1. Это второе число Фибоначчи умноженное на 2. Это третье число Фибоначчи умноженное на 3. Это четвертое число Фибоначчи умноженное на 4 и так далее. Теперь сложим наши свертки сверточных коэффициентов плюс удвоенный список сверточных коэффициентов, но смещенный. Или лучше наоборот. Вот. Удвоенный несмещенный плюс 1 смещенный. Получаем 4, 9, 20, 40, 78. Совпадает. Мы получили, что n умножить на f от n равняется вот такому выражению от сверток. Кстати, еще интересное наблюдение про производящую функцию. Давайте выполним вот это. Чему равняется ряд в точке x1? Не 0, а 1. Мы здесь видим снова числа Фибоначчи. Только пропущены. Каждое второе число Фибоначчи пропущено, и знаки чередуются. А в точке минус 1, 1, минус 1, 2, минус 3, плюс 5, минус 8. Здесь уже не пропущены, но знаки чередуются. Как вы думаете, что из этого следует? Ну и напоследок. Нарисуем функцию единицы на gx, а также нарисуем значение этой функции g от x на комплексной плоскости. Вот тут два полюса в точках. Ну, насколько я знаю, единица разделить на φ и минус φ. Вот это вот минус φ на вещественной оси, а это вот плюс единица на φ. На сегодня все. Ждите бонус треков. Всем пока!